Всем привет и доброе утро! Я снова с вами. Вчера влог не снимала, но ничего интересного не происходило. Мы с мамой вчера посмотрели два фильма. Первый — это Мэг «Монстр глубины». Очень интересный, понравился. И еще мы посмотрели один очень такой старый фильм. Я почему-то думала, что я его не видела, но оказалось, что я его тоже смотрела. Называется «6 дней, 7 ночей». Блин, почему перестали снимать такие классные фильмы? Мы посмеялись от души, очень интересно было смотреть, хоть он снят был в 1998 году, но вообще очень классный. Там, короче, про то, как женщине нужно было полететь по работе на другой остров, а она отдыхала на острове со своим мужчиной. И в итоге она там влюбляется в этого пилота, потому что они терпят крушение. Короче, очень интересный, классный, смешной. И даже на Кинопоиске у него рейтинг 7,2. Хотя очень редко сейчас встретишь такие фильмы, у которых достаточно высокий рейтинг. Потому что раньше снимали круче, лучше, интереснее. Еще он очень красивый, хоть и старый, но сама картинка меня безумно порадовала. Вот. И сейчас я буду наливать себе кофе. Кстати, у меня новый друг. Это вентилятор. Потому что в моей комнате по утрам очень жарко. Вот смотрите, мне тут завтрак оставила мама, сырничек. Как это мило. Все, буду начинать этот прекрасный новый день. За окошком солнышко. Смотрите, как красиво оно падает. Доброе утро! Время масочек. Я знаю, как вы любите всякие разные умывашки, но я что-то ничего, кроме вот этой прекрасной маски, пока что еще не приобрела. Кстати, мне она очень нравится. Она классно освежает, поэтому почему бы и нет. Сейчас надо сделать тут местечко, подготовить. Сонный человек. Это я. Я всегда ставлю камеру, вот на эти салфетки, сюда, и вот так сверху камеру, потому что некуда, просто некуда поставить. Чистим зубки. Кстати, я забыла свою прекрасную масочку, сейчас принесу. А вот и она. Сейчас у меня произошло первое падение моей прекрасной камеры. Я очень испугалась, перенервничала. За тебя, малышка. В общем, даже не знаю, как ее теперь уже ставить тогда. Это ужас какой-то. Очень испугалась я. Ладно, может, куда-то в шкаф. Может, куда-то в шкаф сейчас что-нибудь уберу. Ну, а что делать? Ну, а что вот? Ужас, ужас. Нельзя так с вещами обращаться. Кстати, так и не начала еще свои уроки в автошколе. Вот. Сегодня планирую начать вместе с вами. Вот так тогда будем. Очень криво, очень криво. Сейчас конструкцию сооружу. Сооружение конструкции для съемок. Оп. Мне, кстати, кажется, что раньше вот ножки камеры как-то ровнее, ну, типа, лучше фиксировались. Наверное, поэтому камера лучше стояла даже на салфетках. А сейчас они разработались, потому что я часто их сдвигаю, раздвигаю. И из-за этого получается вот такое. Ладно, камера не пострадала, ничего страшного не произошло. Ой, смотрите, как у меня вывернут воротничок. Ужас, ужас какой-то.
буду умываться. Не знаю, как вам показывать весь процесс. Ни одной же рукой. Вот. Вот. Такой единорожек. Ладно. Сейчас что-нибудь придумать надо. Ладно. Сейчас придумаю кадр и вернусь к вам. Все. Я сделала идеально. Я поставила корзину для грязного белья на раковину. Господи. Все. Можно умываться. Я теперь знаю, как это все снимать. И у меня моргает камера уже, потому что я забыла на ночь поставить аккумулятор в зарядку, а второй аккумулятор я не купила. Ну, вот просто вся моя суть. Так что если вы потеряетесь, отключитесь, знаете, что это разлетевший камера. Ну, надеюсь, хотя бы на умывашке хватит. Потому что все любят умывашки. Я уже так привыкла к этой пенке. Мне она уже очень нравится. Маме она, кстати, тоже понравилась. Прикольная. И пахнет очень вкусно. Ой, в глаз попало, щипет. Так, все. Можно смывать. Такая я смешная вообще. И, если честно, сегодня у меня на день вообще никаких особых планов, кроме изучения уроков в автошколе. Нужно уже браться за это, потому что через несколько недель я уже пойду на медкомиссию, то есть у меня будет справка, и можно будет приступать к вождению. А приступать к вождению с полным нулем не хочется. Ну, во-первых, это безопасность прежде всего. Я, конечно, понимаю, что первые уроки там будут на площадке, еще такое. Но какие-то основы знать нужно. Поэтому, ой, как щипят глаза-то. Себе в глаза навела пены. Ой, нормально все. Поэтому хочу поизучать немножко теорию, скачать еще какие-то классные приложения, кроме того, что мне дали в автошколе. Вот, именно с билетами, потому что мне нужно будет через месяц приходить и сдавать первый блок теории. Но ничего, я думаю, я справлюсь. Хотя многие говорят, что для них, например, самое сложное в автошколе была сдача теории. Но меня почему-то особо не пугает именно теория, меня больше пугает вождение. Хотя, кто знает, может, будет наоборот. И теперь масочка. Ой, да, вот не знаю, как я раньше начинала свой день без охлаждающей маски. Хочу еще съездить с мамой в торговый центр. Они сейчас поехали на дачу. И как раз посмотреть там вещички новенькие и какие-то масочки. Пока тут наношу, сейчас покажу вам. Вот так я поставила. А еще мне приехала доставочка еды из Вкусвилла. Сейчас нужно взять ножнички.
Они потому что так пакеты завязывают, что их потом сложно развязать. Так. Сейчас откроем. И будем делать обзор. Так, это у нас сэндвич ролл Цезарь Саша. Язык заливной тоже Саша. Дальше. Мои любимые хачинчики. Мамочка заказала мне голубики. Вкуснотища. Йогурт мусс творожный с ананасом и манго. Еще один с манго и маракуйей. О, я вчера их кушала, когда мы с мамой смотрели фильмы. Еще один с бананом люблю больше всего, если честно. И еще вот у меня запасы. Ну, тут все яблочные. Ну, яблочные тоже люблю, но как-то вот такие больше. Сырник мой лежит, я его так и не съела. Так. Апельсинчики. И сейчас буду жарить котлетки. Они, кстати, тоже очень вкусные. Люблю их. Шницель куриный с сыром. Вот такой обзор покупочек получился. Так, я тут жарю котлеточки. Еще у меня есть гречка и супчик. Поэтому еда, в принципе, есть. Вот. И еще есть, конечно же, пюрешечки. Моя любимая голубичка. Так что все супер. Сейчас еще пожарю котлетки на обед. Вот. И сейчас я монтирую, так сказать, топ страшных историй. Мне очень много рассказали про домовых историй, поэтому я хочу сделать какой-то топ, там, топ-5 страшных историй про домовых. Сейчас я закончу с этим видосом и буду приступать к изучению теории как раз-таки. Покажу, как я оформляю там свою тетрадочку, все дела. Это не будет прям как-то супер круто и красиво, но, думаю, полезно. Вот так. Ну что ж, пожалуй, начнем. Я, кстати, тут уже сделала небольшой заголовок. Автошкола теория. Все, что я буду использовать. Может, потом еще что-то докуплю. Открываем с приложения на телефоне. Так. Автошкола контроль. И нажимаем приступить. Та-данс! Обязанности участников дорожного движения. Или вот общее положение. В общем, начинаю изучать и конспектировать.
срочное включение по инсайтам. Я знала всего лишь, оказывается, один знак главной дороги. Сейчас фокус. Вот этот самый первый. А их так много. Я просто в шоке. Я вам потом покажу всю тетрадь, когда закончу урок. Но я не могла прямо сейчас вам об этом не сказать. Я просто в шоке. Я разобрала первый урок и уже даже ответила тут на вопросы. Тут после каждого урока даже все правильно. Скушала вот фрутоняню. В общем-то, вот так у меня все оформлено. Не сказать, что я какой-то художник. После вот этого я вообще хотела больше не рисовать. В общем-то, тут у меня главные термины, определения, знаки. Все нарисовала. Вот эта автомагистраль вообще еле нарисовала. Фокус, пожалуйста, вернись ко мне. Вот так пока что. Не знаю, буду ли я приступать ко второму уроку еще пока что, потому что, нужно, наверное, чтобы все усвоилось. Вот. Но мне безумно нравится, я прям даже не могу описать словами. Очень интересно. Узнавать что-то новое всегда интересно. Так что пока что не знаю. Вот, смотрите. Все у меня просмотрено. Фокус, пожалуйста. Вот, просмотрено. А вот можно тренировка еще. Можно попробовать? Сейчас, в общем-то, мама пишет. Сейчас, в общем-то, попробую поотвечать еще вот так на вопросы. А те вопросы потом еще разбирались с инструктором. То есть, не с инструктором, а с тьютором, можно сказать. Он отвечал там. Сначала вот идет вопрос, я записывала, например. Вот, вопрос 1. В каком случае водитель совершит вынужденную остановку? Перечисляются ответы, ждут какое-то время, ты сам выбираешь. Вот я выбрала 1, и это оказалось правильно. Вот так. Сейчас попробую еще вот в таком варианте себя проверить. Прошла еще тест. У меня все правильно. Первый раздел усвоен на отлично. Я так рада. Класс, очень нравится. После прохождения всех тестов я сходила в душ, освежилась и сейчас лежу, читаю свою книжку на телефоне онлайн. Вот, включила себе вон там фокус, лампочки на зеркале, чтобы было поатмосфернее. Жду Сашу с работы, он сегодня поздно заканчивает. Вот. И хочу что-нибудь вкусненького. Не знаю что, поэтому лежу, пью водичку. Просто мут на сегодня. Вот, я кушала, съела еще хэчин, котлетку, гречку. Сама не знаю, чего хочу, в общем. Посмотрела шоу «Стенка» с какой-то девочкой. Еще до книги. Мне так ее жалко. Сейчас скажу, как ее зовут. Как по мне, это прям один из самых искренних выпусков. Вот. Лунаком. Она там рассказывала про своего отца, как он ее бил. Точнее, отчим изменял маме и так далее. Это очень грустно. Я так рада, что мои родители сделали все для того, чтобы мое детство прошло прекрасно и счастливо. Вот. Еще я сейчас включила вентилятор себе. В общем, лежу, кайфую, наслаждаюсь жизнью. Что ж, я дочитала книжку, довольно коротенькая, но интересная. Если что, напоминаю, автор Наталья Щерба, называется «Королева времени». Но я, если честно, ожидала, что она будет подлиннее. Ладно, ничего. Сейчас буду думать, чем еще себя занять. Может, посмотрю какой-то сериал. Сейчас полистаю Netflix. Если найду что-то интересное, обязательно поделюсь с вами. Я сейчас увидела, что как дополнение к сериалу «Элита» вышли еще какие-то «Элита» короткие истории. Решила их посмотреть. Мне очень понравился сериал. Вот.
крутой, всем советую, если вы еще не смотрели. Вот, так что фокус. Сейчас буду смотреть. Только не очень понимаю. Тут между персонажами на серии, что ли, разбито. Наверное, как я понимаю. Блин. Оп. Приятного мне просмотра. Саша пришел с работы, и, конечно же, я с ним объелась. Он поел вот котлетки, которые я сегодня готовила с гречкой, а я суп. Еще мы поели дыню. Это ужас какой-то. Мой живот сейчас просто лопнет. Я, как обычно, стираю. Уже жду, когда машинки подключат. А это будет в среду. И мне кажется, я уже смогу смело снимать вам рум-тур по этой прекрасной квартире. Правда, еще все равно что-то не доделано, но я уже устала ждать. Подключают машинки, снимаю рум-тур. Шучу. Ой, вот так. Все, я пошла стирать. Дальше. Все, я уже буду засыпать. Спасибо, что провели этот день со мной. Всем пока и до новых встреч. Целую, люблю, обнимаю. Скоро увидимся.